Всем привет! Всем доброе солнечное утро, добрый вечер, добрый день. Показываю вам сегодня свой цветущий подоконник кухонный, девчонки. Я здесь составила целую композицию. Переехала вчера вместе сюда с Хоткисом. Девочки, Хоткис сбросил 2 цветочка. Так, как бы вам показать его против солнышка. Он, конечно, красавец. В общем, было заложено 8 бутонов, 6 бутончиков осталось и распустилось. Очень красивый, посмотрите, какой нарядный, переливается на солнышке, вообще просто замечательный. Это у него цветение с покупного цветоноса от садовника, разбудил почечку, вон там еще цветочек спрятался. Вот такой красавец. Занял место у меня на кухонном подоконнике, чтобы я могла им любоваться. То он там на стеллаже стоял, как-то вообще его и не видно было. Видите, у нас сегодня как солнечно, хоть и зимний месяц, но солнышко нас балует иногда. Да, Лимоша передает вам привет. Здесь на аквариуме занял свое место постоянное каждый год, каждый сезон мой сезамчик. В этом году у него, посмотрите, 2 цветоноса. Вот здесь он второй цветонос тоже раскрывает. Уже так, я сейчас разверну, чтобы не разломать. Не отломать эту красоту. Это у меня, девчонки, все никак я его не пересажу. Это азиатский экземпляр. Посажен в мох. И я, знаете, я вам уже рассказывала, я его не распотрошила, а обвернула мхом. Неправильно сделала. Просто сверху мох свой сфагнум еще сделала 1 слой. Ну, он корни растит, но думаю, что надо будет его весной все-таки пересаживать. Вот такой он красавчик. На каждом цветоносе у него по 3 цветочка. Очень плотный, очень яркий, азиатский красавчик. Есть голландские уже, но очень редко встречаются в завозах. У меня азиатский. Вот на этом цветочке петалия одна немножечко мутировала, видите, не развилась петалия. Вот она такая маленькая, но ничего. Вот такой вот букетик. Здесь 3 цветочка и здесь 3 бутончика. Еще пока они распустились. Бутончики вот такие вот прекрасные орешки. Кто любит сезамчики, ставьте лайкосики. Листик вот этот у него вырос. Он у меня стоял на стеллаже под подсветкой. Но когда начал цвести, мне захотелось его видеть, чтобы он вот был прям на видном месте. В общем, он у нас занял место на аквариуме. В общем, дальше двигаемся. Вот эта красота, я вообще обожаю эту красоту. Сначала мы думали, что это Пандора, но это Арвен. Девочки, вы мне писали, что это Арвен. Не пересажен. Кстати, вот Хоткис тоже не пересажен. Он у меня сидит еще в горшочке, только вот я дырочек насверлила, там он корешки активировал, и вот этот вот листик вырастил. Все, не могу от него оторваться, рассказываю вам про него. Арвен тоже, вот смотрите, цветонос был шикарный от садовника, процвел. Я обрезала, и вот он 2 почечки разбудил. Вот такой вот красавчик. Так, девочки, нам лимончик будет чирикать, сейчас я его отнесу в другую комнату. Лимончику не понравилось, что я его отнесла в другую комнату к детям. Ну, пускай, а то многих раздражает его чириканье. В общем, девочки, это тоже не пересажен экземпляр. Вот он. Но такой красивый. Сейчас я вам его, наверное, поставлю на стол. Я в восторге. Девчонки, если вы этот сорт увидите в продаже. Вот мы с мужем, когда покупали, это было минус 50%. Вот так лучше видно. Минус 50% в сельпо. То есть было 300 гривен минус за 150 гривен. Он уже там поникли цветочки у него. Но посмотрите, какая-то, девчонки, роскошь. Это просто вообще такой большой цветок. Посмотрите. Ну как, он не такой, что прям совсем, но все равно не маленький. И вот он такой яркий, вот эта губа такая яркая. Мне он очень-очень нравится. Вообще, смотрите, какой он. Прям аппетитный. Посмотрите, девочки. Вообще. И вот это вот вроде как вот на одном ответвлении только 3 цветочка.
а на другом 5. Ну, посмотрите, как это классно смотрится, девочки. Супер. Вообще такой бомбический сорт. Я представляю, если он даст такой большой каскад. Листики у него, в принципе, стандартные. Ничего такого прямо необычного. Очень много корней. И он очень-очень быстро пересыхает. Только я его полью, все, он уже сухой. Вот надо будет сейчас, я приготовила брызгалку, я их сейчас, пока солнышко, я вот так, девчонки, все обрызгиваю. Так брызгаю, и они стоят на солнышке прям. Когда брызгаешь, им прям нравится. Я вот прям все беру, и в солнечный день, в жаркий, я их вот так вот брызгаю, девчонки. Это такой кусочек ухода моего. Покажу вам. Ну, стараюсь на цветы, конечно, не попадать. Но это только в солнечный день, когда тепленько. Сейчас мне тут где-то часов до 11, до 12 будет солнышко. Так, сейчас я вам следующий покажу. Тоже не менее красивый сорт, не менее, который вот тоже мне очень нравится. Кто-то называет его розовый дракон. Может быть, это не розовый. Есть Formation, есть розовый дракон. Они очень схожи между собой. Я так и не определилась, кто у меня это есть. Вот такая пятнистость на листьях. Посмотрите, девчонки, видите? Так, сейчас я поставлю Арван. Но это явно, что не Пандора, это Арван. А смотрите, какие они интересные. Рядышком с сезамчиком. Такие вот пятнышки. Класс. Смотрите, как классно смотрится на солнышке. Так, ставлю на подвиконье. Возвращаю на свое место. О, видите, как здорово. Ну, посмотрите, ну вот вообще роскошь. Ну, роскошный цветок. Ну, каждая вообще, каждая из них просто шедевральная. Просто природа, конечно, нас балует. Знаете, вот прям смотришь и не насмотришься. Прям хочется вот... Ой, ну вот я не могу передать свой восторг, когда цветут орхидеи. Я не знаю. У меня мечта попасть на выставку орхидей. Так, чтобы так вот, и все. Так, девочки, вот Formation. Я думаю, что это все-таки Formation. Сейчас я его тоже побрызгаю. Вот так вот. Надо, кстати, не, я вчера вроде немножечко ему водички доливала. У него один листик такой длинный. Видите, у него какой краб на листе? И смотрите, что он творит. На старом цветоносе. Мне, девочки, вы пишете, что они очень, вот этот сорт любит цвести. Вот смотрите, на старом цветоносе он мне 3 бутона выдал. Вот такой вот, девочки, на солнышко. Вот такой вот он прекрасный, такой красивый. И вы когда берешь руками, он такой, у него вот это покрывало прям такое нежное, супер. Так, я хочу, чтобы солнышко падало, чтобы было видно вот весь цветок вот в солнечных лучах. Посмотрите на эту прелесть. И смотрите, что он мне выдал. Он мне выдал еще один цветонос, девчонки, новый. И посмотрите, я вчера мужу говорю, представляешь, вот цветок не маленький. И я здесь насчитала 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, по-моему, вот где-то штук 10 бутонов. Представляете, вот этот из 3 бутончиков такой симпатичный этот вот букетик. А представляете, когда, дай бог, вырастут 10 таких цветочков, это будет такая, ну, красивая ветка. Девочки, у меня стоит радио, не пугайтесь. Это я ловлю сигнал. Света нет. Муж с гаража принес старое радио. Я говорю, чтобы что-то говорило в квартире, когда нет света. Вот сегодня всю ночь свет с 12:30 ночи я проснулась, пошла, думаю, хоть водички попью. Посмотрю, что происходит. Рыбы тут у меня были включены. Они тут жили своей жизнью полуночников. И в 6 утра выключили свет. В общем, сейчас целый день света не будет, но я включаю радио, там какие-то новости, музычка, в общем, слушаю. В общем, про Formation. И я вот вам говорю, что вот
таких вот, если будет 10 бутонов, это ж вообще роскошь. Девчонки пишут мне, что вот этот сорт, тоже, девочки, он не пересажен у меня. Вот он начал, видите, я дырки насверлила, и вот активный рост корней уже начался. Девочки, скоро весна. И очень, кстати, он что-то легкий. Я вчера там что-то ему хлюпала водички. Так, а ну, где тут корешки еще? Проснулись? Что, только один проснулся корешок? Ну, у него такой, вот сверху еще корешок новый растет. В общем, одновременно он растит и собирается цвести, растит ветку вот эту. Замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Ну, где-то пока 9. Вот это его варигатность. Краб этот на листах. Вообще клевый такой. Мне нравится очень. Девочки, не знаю, у дракона тоже такой краб? Напишите мне. Я что-то не пойму. Говорят, что если есть краб на листе, то это формейшн. Тут посмотрите внимательно на его цветочек. Вот такой он тоже. Вот есть эта окантовочка розовая. Так, на солнышко едем. Розовая окантовочка есть вот это. Вот такой он красивый, вот такой он симпатичный. Вот Formation, говорят, вообще такой неприхотливый и стабильный сорт, и любит подцвести. Так что так, давайте ему добавим еще водички. И сейчас на солнышко отправим. Ну, поверх. Они любят, когда их вот так с обратной стороны пробрызгивают. Устицы надо открыть. Они тогда начинают активно очень растить и листики, и цвести, и корешки растят. Любят они это делать. Так, возвращаю. Девочки, возвращаю. Так, значит, следующий житель моего подоконника кухонного, это мой красавчик Биг Бэнг. Девочки, к вашему вниманию. Вот такой вот. 4 цветочка в этом году. Ни много, ни мало. В том году, по-моему, 2 было. Ну, тоже красопета. Я его пересадила из мха. Это тоже ж азиат. Очень переживала, но вроде как там корни пошли в рост. Но не сильно. Ну, ладно. Листик вот растит очередной. Так, брызгаем его. Брызгаем его. Вот какой-то, вот у него тут какая-то почка разбужена. Я прям напряглась. Думаю, неужели? Ну, он такой, знаете, не сильно он, как бы такой сказать, что он прямо меня... Так, сейчас, девчонки. Так. Вот так вот. По поверхности. Вот тут засушил корни. Девочки, вы мне пишете, что хорошо присыпать чипсами кокосовыми. Все надо выбраться купить. Все никак не доеду, не доберусь. Сейчас электротранспорт не ходит. Надо добраться до цветочного магазина. Так, вот такой вот красавчик. Красавчик. Так, девочки, давайте дальше. А дальше красотка. А дальше красотка. Видите, солнце уже уходит. Вот так вот быстро, раз-два и все. Вот я летом затеняю, ну, даже не летом, я начинаю где-то уже в апреле затенять. Вот так вот, где-то треть окна надо затенять. Потому что с этой стороны вообще сильно горят. Здесь москитная сетка, не так горят. Эта сторона нормально, и быстрее солнце уходит. Рассеянный свет. А вот здесь, вот в этом углу, вот на этом подоконнике, вот здесь вот они очень горят, очень сильно. Надо обязательно что-то приклеить. Так, здесь у меня каменная роза, девочки. Но это вообще роскошь роскошная. Так, а ну-ка давайте включим подсветку. Ну, так, включила, но толку нет. Смотрите, какая она красотка. И чем она меня радует? Тем, что она, девочки, видите, бутоны растит, продолжает. Здорово, да? Вот такая вот. И главное, что она пока не сушит. Я очень переживаю, когда вот начинает продолжать любая орхидея свой кончик, наращивать бутоны, начинает вот эти первые цветы засушивать.
Я так расстраиваюсь. Мне хочется, чтобы было, ну, побольше цветочков, чтобы каскадики были. И вот здесь тоже. Посмотрите, что она творит. Видите? Сколько здесь бутончиков. Ну вот 3, по-моему, она еще собралась доращивать. В общем, вот такая красотка. Я вам уже ее не один раз показывала. Рюшистая. Ну, такая, знаете, дама с родословной. Очень она мне нравится. Вообще класс. Такая суперская. Ну, ни разу не жалею, что я ее приобрела. Ну, сейчас мы тоже ее пробрызгаем. Не буду ее снимать с подоконника, прямо вот так вот ее. Она любит. Они все любят. Надо, конечно, подобраться под лист, чтобы больше на окно попадать. Хоть уже солнышко прошло, ну, немножко увлажню по корешкам. Вот такая суперская красотка. Девочки, уже плохо видно. Ну что такое? Только ж было солнечно. Ну и в соседях у нее сегодня распустил последний свой бутон. Вот этот красивенный букет. Девчонки, вы угадали? Узнали? Угадали? Узнали? Рейнг Принц. Ну это просто отрыв башки. Я прям не знаю, что вам сказать. Это просто я сижу, уже вот она, эта орхидея не первый месяц цветет, и я вот каждый день, когда сажусь там завтракать, обедать, ужинать, у меня глаза вот здесь. Вот весь подоконник, вот он, да, как бы, но мои глаза вот здесь. Просто вот, ну это бал. Бал красоты, я не знаю, как называть. Это просто, я не знаю. Мне вот захотелось еще, конечно, таких биглипов в коллекцию. Кристальный водопад тоже хорошо цветет. Ой, ну панду я уже не хочу, потому что она, в принципе, похожа с этой орхидеей. Вот смотрите, она с Рейнг Принцем похожа. Девочки, я пыталась посчитать, что там до 25 бутончиков. Тут есть и ответвления, и все. Ну, посмотрите, как он блестит. Прямо вообще. Посмотрите. Обалденный. И вот сегодня последний, вот этот вот цветочек, самый последний бутончик только вот раскрывается, он еще не расправился. Видите, он какой. Еще вот петали не расправил до конца. Еще вот такая у него зеленая тыльная сторона, а не как оливковая. Ну, это просто красопета. Вообще обалденный. В общем, девочки, вот так вот я вам показываю свой подоконник. Немножко будет темновато, наверное. Солнышко уходит. Посмотрите, что творится. Что творится. Красота. Вот такой получился мне вам репортаж, девчонки. Ну, это просто супер. Обнимаю вас. Всем шлю свой солнечный привет. Мирного неба. И чтобы все у вас было на высоте. С наилучшими пожеланиями. Но это вообще, девочки, пишите свои отзывы. Кто у вас вот так вот пышно цветет? Напишите сорта свои, которые вот тоже вот так цветут на 20 плюс цветков. Может быть, на 30. Просто вот интересно. Сейчас, кстати, тоже его побрызгаю. То всех побрызгала. А принца забыл. Его надо было, конечно, с утра побрызгать, когда здесь было солнышко. По корешкам. Вот я, конечно, переживаю всегда, когда у него корешки подсыхают. Ой, мои тут поставили банку, собирают, видите, эти батарейки использованные на утилизацию. А я туда добавляю водички, когда брызгаю. Посмотрите, позеленел корень. Корень получил. Мне всегда переживаю, когда вот они вроде как мох сверху, ну, подсыхают. Все, девочки, куплю чипсы кокосовые, попробую подобавлять, посмотрю, как они отреагируют. Сильно все хвалят. Мне прям интересно стало. Так, я прям не могу закончить видео. Посмотрите, что творится. Что со мной творится? Так, все, девчонки. Ну вот это тоже замечательная орхидея. Я вам тоже ее рекомендую. Очень классная. Но это тоже красотка. Вот
Вот жду распуска, когда нарастут бутоны, но, наверное, это через пару месяцев будет. И мы с вами полюбуемся тоже ее каскадик. Все, друзья мои, всех обнимаю. В очередной раз прощаюсь с вами. До скорых встреч на канале.